В этом видео вы узнаете про захват, расстояние, тягу рук, направление тяги, положение ног и рук. Всем привет! Я вас приветствую на своем канале. Сегодня мы разберем прием Морото Сайонаги. Мне сегодня поможет атлет. Мы в клубе Диспорт нам дали возможность здесь записать видео. Благодарим руководство Дениса Николаевича Амелина. Начнем с захвата. Классический захват, рукав-отворот. Рукав мы должны держать от локтя до запястья. Если мы будем держать его выше локтя, то он свободно двигает рукой и может нас блокировать. Если мы его держим от локтя до запястья, то мы контролируем его руку. Держит 3 нижних пальца. Большой и указательный просто контролируют, чтобы кисть была расслаблена, свободна. Дальше объясню почему. Нас учили брать захват отсюда, снизу рукав. Японцы держат их чуть выше локтя, они собирают кимоно и вот так вот держат. До конца я еще не изучил этот вопрос, почему так делают, но скорее всего потому, что здесь контролируется не только сама рука, но и плечо, то есть ухо уже не может свободно двигаться. Теперь перейдем к отвороту. Перед тем, как начать работу, всегда надо сначала вытащить отворот. Почему? Потому что когда кимоно плотно сидит на ухе, нам тяжело произвести какое-то техническое действие. Например, руку подвернуть. Когда мы вытащили руку, нам уже проще что-то делать. Поэтому перед тем, как делать броски, учукоми или в борьбе, всегда надо сначала вытащить отворот, а потом уже производить какие-то технические действия. Держат также 3 нижних пальца, большой и указательный контролируют. Кисть расслаблена. Кисть напрягается только в момент, когда мы делаем бросок. Только в этот момент. Почему? Потому что, например, вы боретесь 2 минуты, 4 минуты, golden score у вас еще, и до финала 6 схваток боретесь. В финальной схватке у вас уже руки устанут. Поэтому руки должны быть расслаблены и напрягаться только во время броска. Расстояние очень важно, потому что когда мы делаем Морото Сайонаги, нам нужно подвернуть тело. Если мы будем стоять близко к уху, то у нас не будет достаточно места для подворота. Это во-первых. Во-вторых, нам проще, если мы стоим на достаточно большом расстоянии, ухо вывести из равновесия. Если мы будем стоять близко, то нам его уже сложнее вывести из равновесия, соответственно. У многих ошибка из этого исходит, когда делают слишком близко учкоми. Начинают делать учкоми отсюда. Соответственно, когда ухо не выводится из равновесия, тори заходит на бросок, ухо может ему заблокировать бросок, либо бросить его назад. Поэтому учкоми надо и броски тоже делать с достаточно большого расстояния, чтобы у вас было место для того, чтобы его вывести из равновесия и подвернуться, и вставить руку. Теперь продолжим тяга. Тяга рук какая должна быть? Рука, которая тянет отворот, рукав, должна тянуть резким рывком по диагонали снизу вверх. Вот так. При этом, когда мы делаем тягу, голова должна поворачиваться и смотреть на руку, как на часы, а кисть выворачивается наружу, внутрь. Когда поворачивается голова, по инерции поворачивается и тело. А для броска нам надо, чтобы тело повернулось. Если у нас не будет тело поворачиваться, соответственно, бросок не получится. Какие могут быть ошибки? Если мы делаем не резкий рывок, а тянем медленно, то мы себя научим делать медленно, и в борьбе бросок у нас не получится, потому что в дзюдо броски выполняются взрывной тягой,
взрывные броски, потому что ука уже будет знать, что мы хотим сделать, и заблокирует нам это действие. Потом, если мы выведем его, не поднимем руку, да, по диагонали, а просто вытащим по горизонтали, тогда у нас не будет места для подворота и руку неудобно будет ставить. Если мы его просто поднимем, то мы его, место для подворота и для руки вставки у нас будет, но мы его не выведем из равновесия. Поэтому должен быть рывок и выведение из равновесия. Рука, которая тянет отворот, она должна двигаться в направлении, куда тянет рукав. То есть в этом же направлении должен двигаться локоть. Как вот нас учили сначала делать раскрытие, то есть локоть в другую сторону, а потом вставлять сюда локоть. Я смотрел одного японца, он объяснял, почему так делать нельзя. Во-первых, потому что это долго, пока вы раскроете, потом руку засунете. Это занимает время. Во-вторых, вы можете поломаться. То есть, когда вы заходите, вы вытягиваете его на себя прямо. И, соответственно, спинка ломается. И когда вы заходите, у вас неправильное положение для броска. Так, что еще важно? Кисть. Кисть, пойдем подойдем. Кисть должна заворачиваться в кимоно. Развернись, пожалуйста. Кисть должна заворачиваться в кимоно. Когда делают вот так, это неправильно, потому что кисть у детей слабая, и они травмируют ее. Чтобы не травмировать, кисть надо заворачивать. Так, что еще важно? С отворотом разобрались, как двигаются руки, да? Руки двигаются, вот мы держим рукав, вот мы держим отворот. Наши кисти вот так двигаются. Когда мы делаем бросок, такое движение. Когда мы делаем с ука, да, вот мы делаем. Видите, образуется пространство для вставки руки и подворота. Рука, которая тянет рукав, двигается вот так. Рука, которая тянет отворот, двигается вот так. На руку, которая тянет рукав, приходится 80% усилий. На руку, которая тянет отворот, всего 20% усилий. Так, направление тяги. Направление тяги должно быть диагональное. Не на себя, а диагональное. Почему? Потому что если мы будем тянуть на себя, то при подвороте у нас спинка, видите, прогибается, поломается. Сейчас чуть дальше отойдем. Давай отойдем. Вот я тяну на себя, так делать неправильно. У меня спина ломается. И при подвороте, соответственно, я заламываюсь. Если мы выводим его диагонально, то в этом положении у меня спина ровная. И при подвороте я тоже остаюсь в ровном положении. Поэтому тяга должна быть диагональная. Плюс ко всему, если мы тянем на себя, мы выводим его на оба носочка, да, и встаем, подворачиваемся. Он может отсюда попытаться перешагнуть и уйти от броска. Когда мы вводим диагонально, он встает нагружается на одну ногу. То есть у него уже нога одна загружена, второй ногой он не получится у него перешагнуть. Так, с тягой разобрались. Теперь положение ног. Исходное положение должны стоять на ширине плеч, как на рельсах практически, чуть-чуть шире. Вот такое положение, вот такое исходное положение неправильно. Теперь первый шаг. Первый шаг мы должны сделать между ука и тори. Где-то посерединке. Сейчас объясню, куда именно шагать. Почему? Все так же потому, что нам нужно место для подворота. Если мы шагнем слишком близко, у нас места для подворота уже не будет. Куда надо ставить ногу? Японцы, они рисуют треугольник. Вот такой треугольник рисуют.
И получается, для отработки учукоми они ставят ногу. Ну, в разных видео я по-разному видел. Одни говорят ставить верхушку треугольника, вот сюда. Другие говорят чуть дальше по линии, по этой треугольника. Но мне понравилось одно видео олимпийского чемпиона японца Ташихиго Кога. Он показывал, как вот, например, если эта линия, мы ее не рисуем просто умственно, к ней ставим ногу. И получается палец тори и палец ука. Чуть-чуть давай отойдем. Палец тори и палец ука, они почти, да, друг друга касаются. И вот где пятка тори, туда должен быть и первый шаг тори на носочек. Да? Шагаем, получается, на полусогнутой ноге, чтобы наше колено перекрывало наши пальцы ног. Если мы голову опустим, мы не должны видеть наши пальцы ног. Это первое, потому что когда мы подворачиваемся, мы должны подвернуться под уко. У нас получается наш центр тяжести должен быть ниже центра тяжести ука, потому что мы его будем поднимать и бросать. Потом мы должны шагать на полуносочек. То есть, если мы шагнем, нога у нас будет на носочек слишком, то она у нас слабая, да, голеностоп. Если мы шагнем на полуносочек, то есть она чуть-чуть пятка оторвана от татами, тогда у нас как бы сильная нога. Для чего мы шагаем на носочек? Потому что когда мы делаем подворот, мы крутимся на ноге. Соответственно, если мы встали на носочек, она у нас свободно крутится. Если мы шагнем на полную стопу, у нас нога не повернется и может травмироваться вообще. Поэтому шагаем на полуносочек, на полусогнутой ноге, расстояние вот сюда. Первое. Так, вторая нога теперь. Вторая нога по вот этой линии, если мы делаем бросок со стойки, должна шагнуть либо на эту линию. Вот если мы поставили, да, вот у нас линия идет, то мы должны поставить на одну и ту же линию, если мы делаем бросок со стойки. То есть наши ноги после подворота должны пальцы, вот мы поставили ногу вторую на линию, подвернулись, наши пальцы ног должны быть на одной линии. Если они будут вот так стоять, либо вот так, то это положение неправильно. Если мы делаем бросок с падением, тогда мы должны ставить чуть за линию, потому что амплитуда должна быть больше разворота. Соответственно, когда мы ставим за линию, мы разворачиваемся и бросаем, у нас амплитуда выше, да? Если мы, получается, ставим ногу, не доведя ее до линии или за линию, близко, то мы, получается, когда будем подворачиваться, мы не довернемся и не прикроем ногу, ука. И он может свободно шагнуть и уйти от броска. Поэтому даже если мы довернемся, то у нас положение ног вот неправильно. Положение ног должно быть, чтобы пальцы были на одной линии. И также положение колен. Если у нас стопы смотрят прямо, положение колен тоже должно прямо. Если мы делаем бросок с падением, то куда смотрят стопы, туда смотрят и колени. Потом по этой линии определились, куда ставить. Теперь как широко эту ногу ставить. То есть сюда, сюда, либо сюда. Чтобы правильно поставить ногу, вот это передняя, вторая нога, голеностоп, да, передняя штанина, должна как бы касаться задней штанины. То есть мы должны, когда ее ставить, она должна вот как будто касаться. Тогда у нас будет и разворот быстрый, и постановка ног быстрая. Если мы поставим слишком широко ногу, да, когда мы ставим сюда, то после подворота у нас ноги будут шире плеч. А для приема сёнаги это неправильно. Ноги должны быть на ширине плеч. Также после подворота, когда мы подвернулись, мы с носков встаем на пятки, потому что наше положение более устойчивое, когда мы стоим на полной стопе. Также наши ноги после подворота должны быть как на рельсах.
Если они будут стоять вот так, то у нас положение неустойчивое. Мы упадем вперед, и бросок не получится. Когда мы зашли, подвернулись, нам остается только его поднять и сбросить. Теперь первый шаг и выведение из равновесия должны быть одновременными. То есть, когда мы его тянем и шагаем, это должно быть одновременно. Почему? Потому что если мы сначала будем его тянуть, а потом шагать, то Тори сам себя выведет из равновесия, а не Ука. Если мы будем шагать, а потом тянуть, тогда у нас будет слишком долгое движение. Если мы будем делать выведение из равновесия во время подворота, то есть мы зашли, а потом, когда подворачиваемся, делаем выведение из равновесия, да, то мы его не выведем из равновесия. Вот мы подвернулись, и он может нас назад бросить, потому что мы его не вывели из равновесия. Отсюда у многих ошибка. Они делают учукоми без отшага. То есть, если я шагнул раз, вывел, да, из равновесия, подвернулся, то я должен обратно выйти в исходное положение. Вот эту ногу я должен поставить назад. А многие делают вот так. Так неправильно. И мы себя приучаем, тем самым у нас потом в борьбе не получаются броски. Так. Что еще? Когда мы, получается, сделали первый шаг и вывели его из равновесия, да, все сделали правильно, у нас должно образоваться пространство, то есть под его рукой мы должны видеть, чтобы могли вставить руку. Если мы его выведем вот так, это неправильно, над его головой. Нам уже руку сложнее вставить и все такое. Потом, когда мы сделали первый шаг, вывели его из равновесия, нам надо наш отворот, чтобы мы руку тянули, свой локоть под ивонный локоть. То есть мы вывели его из равновесия, когда подворачиваемся, мы должны под его локоть ставить. Почему? Потому что если мы будем пытаться вставить руку под ивонную подмышку, вот мы вывели его из равновесия, да, и пытаемся вставить. Вы видите, я сам теряю равновесие, Тори теряет равновесие. А Ука встает в положение, если он сначала выведен был, потом я пытаюсь сюда вставить, он опять встает в положение устойчивое, и теперь я уже в неустойчивом положении. Поэтому, когда сделали выведение из равновесия, чтобы не потерять всю ту работу, которую мы до этого произвели, руку тянем, вот локоть, под ивонный локоть. Вот как делать правильно и как делать неправильно. Я вывел, а потом пытаюсь ставить, он обратно встает на то же место. После того, как мы подвернулись, да, мы вывели его из равновесия, подвернулись, у нас должно образоваться пространство между спиной Тори и ивонным животом, да, грубо говоря, чтобы мы могли применить свою силу бедер и удар тазом. Если мы зайдем слишком близко, соответственно, мы этого сделать не сможем. Что еще? После того, как мы подвернулись, спина у нас должна быть ровная. Вот мы зашли, да, вывели, у нас спина должна быть ровная. Если я согнусь, вес ивоны Ука ляжет на меня. И получается, я либо смогу выпрямить колени, либо я упаду вместе с ним. И бросок не получится, соответственно. Поэтому после подворота моя спина должна быть ровна. И мы Ука должны держать в правильном положении. Сейчас покажу как. То есть, когда мы подвернулись, мы должны продолжать делать работу руками. Рука с отворотом от себя, которая держит рукав к себе и вниз. Я его вывел, подвернулся и делаю работу, видите, руками. Только под локоть вставляю. Вывел и вот. Тем самым я его еще сильнее вывожу из равновесия. И когда мы, получается, сделали подворот, наша рука, которая держит отворот, да, от локтя до предплечья, должна быть ровная. Если параллельная с полом.
Если у нас вот так будет, либо вот так, бросок у нас не получится. Что еще важно? Бросаем. Бросаем мы, сейчас без броска просто покажу. Бросаем мы через плечо. То есть, когда мы зашли, подвернулись, да, мы бросаем его через плечо, не через голову. Соответственно, руки у нас должны быть здесь. Плюс мы должны видеть свои руки, да, мы подвернулись, они должны быть здесь. Мы должны кисти рук своих видеть. Почему? Если будут они сзади, то мне неудобно, он меня назад утянет. Если они будут спереди, вот я их вижу, то я свободно поднимаю его и могу сделать бросок. Тело при всех движениях должно быть ровно. Не должно быть сгиба туда-сюда, обратно. Голова должна немного опережать тело, но всегда смотреть ровно. Сначала она смотрит на руку, как на часы, потом в направлении броска. Если бросаю со стойки, значит туда. Если бросаю с падением, например, то у меня за плечо голова смотрит, чтобы мое тело крутилось. Что еще? Еще забыл сказать. Когда мы, получается, сбрасываем, руки продолжают у нас работать. То есть рука, которая тянет рукав, она вниз тянет. Рука, которая тянет отворот, она вниз себе. Ноги выпрямляем. И получается наш центр тяжести ниже его. За счет этого, за счет этого мы его поднимаем. Ну вот, в принципе, и все. Эта информация была взята с семинара, который проходил в Караганде. Также эта информация была взята с сети Ютуба. Я посмотрел много видео японцев на английском языке, как они объясняют. Перевел это все, соединил в одно видео. И вот решили записать такое видео. Если вам такая рубрика понравилась, напишите в комментариях, какие бы вы еще хотели записать ролики, какие приемы разобрать, да? Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и завершим это видео броском.